Floor is yours. Thank you very much. What a privilege it is for me to be with you all today. Спасибо большое. Для меня огромная честь, конечно же, участвовать в этой видеоконференции. It's never a burden or a discomfort for me to be with those that I love, and I've always enjoyed working in the part of the world where you are, in Ukraine and in Russia, and what a joy it is to be able to share with you again. Всегда для меня было приятно, вот когда собираюсь с людьми, которых я люблю, которых я знаю, может быть, заочно. Для меня работа всегда ли выступать перед людьми, живущих на территории России или Украины, всегда огромная радость, огромное преимущество. Точно так я чувствую себя и сейчас. Dr. Bondarenko, thank you for your very generous introduction. Спасибо, доктор Бондаренко, за очень добрые слова в моем представлении меня. Not all of you will know, but I know Yuri very well. Ну, я знаком с ним уже давно и хорошо его знаю. And had the privilege of working with him as one of our students in the MPH program. Я помню, что он был одним из наших студентов на магистерской программе. But as he was talking in the introduction, как он уже сказал в своем вступительном слове, I got to thinking more and more about not who we are. Я все больше и больше задумываюсь не столько о том, кем являемся мы, but for what God has made us. Сколько о том, ради чего Бог сотворил нас. We are living in amazing times. Дело в том, что мы живем в удивительное время. This has become part of our daily work. Вот что стало неотъемлемой частью нашей ежедневной жизни. And I was going to tease him and give my talk like this today. Я подумал, ну, сейчас вот прикольнусь и так и буду говорить в маске. But we're living in a totally different, unprecedented time. Действительно, время, в которое мы живем, совершенно не имело прецедентов ранее. In my lifetime, I have never witnessed such rapid changes. За всю свою жизнь ни разу мне не доводилось переживать вот такие разительные перемены. Affecting the whole world's economy, travel, way of doing business, working and worshiping. Которые влияли бы на экономику так сильно, на образ, стиль жизни, на наше поведение, на богослужение. None of us would have expected this at Christmas time. Когда мы отмечали Рождество прошлое, никому из нас и в голову нечто подобное не пришло. Every day we tend to carry on as if life will continue the way it was forever. А мы жили, думая, что каждый новый день принесет нам все то же самое, что и в прошлом. Так будет вечно. But we have suddenly been woken up to how rapidly things change. И вдруг внезапно мы увидели, насколько стремительно все изменилось. And whatever your specialty in medicine, и в какой бы сфере медицины вы не специализировались сегодня, each one of us is called to serve where we find ourselves. Каждый из нас призван служить там, где мы находимся. And right now we're going to be serving people with all kinds of needs, physical, spiritual, mental and emotional. И сегодня нам приходится служить людям с совершенно разными потребностями, физическими, духовными, эмоциональными. And as we do this, as we as health physicians and professionals work, we work without stopping. И сейчас нам, медикам, профессионалам, необходимо делать это практически беспрерывно. I'll never forget the important lessons I learned as I had the privilege of being part of the team that was caring for President Mandela. До сих пор помню те драгоценные уроки, которые я извлек тогда, когда был частью той команды, которая заботилась о здоровье президента Нельсона Манделы. We are called to serve. Мы призваны служить. We need to regard others as better than ourselves. Мы должны относиться к другим как к тем, кто лучше нас самих. There is no limit to the service that we can do. По сути, нет ограничений в нашем служении. We should be humble. Нам необходимо быть смиренными. And you know, as I learned these things, listening and watching him, и когда я вот наблюдал, слушал его, I thought how much are these similar to the principles of the great physician Jesus Christ. Я
вот ловил себя на мысли, насколько это все было схоже с тем примером, который оставил нам наш великий учитель Христос. In whose footsteps we seek to follow as we minister to the needs of a broken planet. По стопам которого мы стремимся идти в стремлении нашим служить нуждам этой пораженной грехом планеты. I remember as if it was yesterday, but it was 35 years ago. Хотя прошло уже 35 лет, но все это свежо в памяти, как сегодня. She came into my office, a beautiful young woman. Однажды ко мне в кабинет пришла на прием очень красивая женщина. Petite and pretty. Она была очень изящная, грациозная, невысокого ростом, очень красивая. And she was expecting her second baby. Она ожидала рождения своего второго ребенка. And she'd had a previous cesarean section. Первый родился с помощью кесарево сечения. And she was going to need a cesarean section again for this baby. И при родах вторых теперь ей нужно было снова то же самое перенести. And she was new in the town, and she said, "I've come to you, and I hope we'll be able to work well together." Она недавно переехала в этот город и пришла ко мне на прием, и у нас были взаимные ожидания, что все у нас сложится, отношения наши сложатся хорошо. The time came after, time goes very quickly for all of us. А для всех нас время идет очень быстро. Time came when we were to do the cesarean section. И наступило в том, как я наблюдал за ней, время, когда нужно было делать кесарево сечение. We did the operation. Прошла операция. Mother and baby were doing beautifully. И здоровье матери и ребенка было замечательным. And I went back to my office, and I was starting to see the patients of the day. Я снова был у себя в кабинете, принимал пациентов. And the phone on my desk rang. И тогда зазвонил телефон. I picked it up, and it was the nurse at the hospital calling. Звонила медсестра из этой больницы. She said, "You've got to come to the hospital very quickly." Она сказала, срочно вы должны быть снова у нас в больнице. Your patient is bleeding. Потому что у пациента кровотечение. Well, I just left that office and I dashed off to the hospital. Я сразу же бросился в больницу. I sometimes think that the car I was driving is still driving because I didn't even stop long enough when I got out of the car so quickly. Мне кажется, что я настолько быстро выскочил из машины, что мне показалось, что я до конца не остановил ее, она по-прежнему продолжала катиться. It was a small rural hospital. Больница была такой небольшой, сельской. We didn't have a blood bank. И у нас не было банка крови. And as I saw the patient, her skin and her color was as white as the sheet she was lying on. Лицо пациентки было настолько бледным, что оно было такого цвета, как простыни, на которых она лежала. She had bled a large volume of blood. Она потеряла огромное количество крови. It was one of those situations where the uterus fails to contract well. Это была одна из тех ситуаций, когда матка утрачивает способность хорошо сокращаться. But as I stopped before I went into the hospital, my mind was racing as to what we were going to do in this situation. Но еще по дороге в больницу я постоянно думал над тем, что предпринять в этой ситуации. And I remembered that her blood group was the same as my blood group. И мне пришла в голову мысль, что группа крови ее и моя совпадали. And so I said to the nurse while we were doing things, getting the IV going well, giving plasma. И пока я общался с медсестрой, пока мы готовили внутривенные переливания, когда мы готовили плазму, I said, take the needle, put it in my arm, and take a unit of blood. Я сказал, давайте так, мне сейчас возьмите у меня кровь, хотя бы одну единицу. She said, I can't do that to the doctor. Она сказала, я не могу брать кровь у доктора. I said, I'm instructing you to do it. Я говорю, это мой приказ. We gave her blood. И мы перелили ей кровь. Put her in an ambulance to take her to the nearest blood transfusion center, which was 100 kilometers away. Положили ее в скорую помощь, которая отвезла ее в более приличную больницу в 100 километрах.
by which time we had managed to give her medication to contract that uterus well. Мы дали ей лекарства, призванные усилить мышцу, сокращающую матку. I handed her over in the hospital where there was the biggest center where the blood transfusion was given. Я проследил за тем, чтобы она была хорошо принята в этой новой больнице. Это был более крупный медицинский центр. And thank the Lord, mother and baby were fine. И слава Богу, что здоровье матери и ребенка не пострадало. 6 days later, she came into my office. Через 6 дней она снова была у меня на приеме. It was quite an emotional meeting as we met each other again. И знаете, вот это была очень такая эмоциональная встреча. I looked into her beautiful big brown eyes, and both of our eyes teared up as we realized that she could have been dead. Я помню, как я смотрел в ее удивительные карие глаза, и в этих глазах и в моих глазах были слезы, стояли слезы, потому что мы понимали, что этой встречи могло и не быть. She said, I want to thank you so much for giving your blood to save my life. И она сказала, спасибо вам большое за то, что отдали свою кровь ради спасения моей жизни. And a little overwhelmed by emotion, I was able to give her a very special message. Хотя меня переполняли чувства, я все-таки, мне кажется, сказал ей очень важные слова. Number one, it was my privilege to do that. Во-первых, я сказал, для нее это большая честь. It was a pleasure to do it. Во-вторых, я сделал это с большим удовольствием. But even more importantly, но в-третьих, это самое важное. 2000 years ago, 2000 лет тому назад, someone else gave their blood кто-то другой отдал свою кровь so that our lives could be saved. Для спасения нашей жизни. She actually blatantly wept with joy. И от радости она буквально разрыдалась. And I thought to myself, this is my mission, my inspiration, and my privilege. И я помню, как подумал тогда, что вот в чем заключается моя миссия, мое преимущество, мое благословение. To serve, to give, to help where possible. Служить, отдавать, помогать, где это только возможно. And health professionals, this is what each of you are called to do, and each one of us is called to do. И мне кажется, что именно к этому призваны мы все, медики, профессионалы. But the story doesn't end there. Но это еще не конец истории. Shortly after we had prayed together, she was about to go to the door to leave the office. Мы помолились, она уже собиралась выходить из кабинета. And she turned around and she waved a finger at me. Но на пороге она повернулась и пальцем мне как будто бы погрозила. She said, I have to tell you something else. Она говорит, вот что я должна вам сказать. I've been a lot happier person and I make many more jokes since I've had some of your blood in my body. Теперь, когда ваша кровь циркулирует в моем организме, я намного более радостный человек и чаще шучу. I've never forgotten those words. Я до сих пор эти слова помню. They were said affectionately and in fun. Она сказала их с вот такой любовью и с удовольствием. But as health professionals today, I want to ask you a personal question. Но обращаясь к вам, к медикам, профессионалам, мне бы хотелось бы вот задать такой вопрос профессиональный. I had the most amazing teachers when I was a student. Когда я учился, у меня были удивительные преподаватели. And one of them was a world-famous internal medicine specialist. Один из них был известным преподавателем с мировым именем. And he would, from being a world-renowned researcher to a world-renowned clinician. И вот он был исследователем с мировым именем, потом стал клиницистом с мировым именем. Would come to the patient's bedside. И тем не менее, когда он был у постели больного, and in kindness and in love, то с любовью, с добротой, put his hand on their shoulder and say, how are you in yourself today? Положив руку на плечо такому больному спрашивал, как там у вас сегодня внутри, как вы уживаетесь сами с собой?
And I want to ask you, Мне бы хотелось сегодня спросить и вас, how are you in yourself? как вы там внутри уживаетесь сами с собой? Как ваше внутреннее «я»? At this time of uncertainty, Мы живем в такое время очень нестабильное, this time of financial instability, финансово нестабильное. this time of fear of being infected by COVID. Мы боимся заразиться вирусом. Do you have fulfillment in your life? Присутствует ли в вашей жизни наполненность, удовлетворение? Are you talking to those you love? Беседуете ли вы с теми, кого любите? Are you making sure you're taking out some time for yourself and for your well-being? Находите ли время для себя самих, для вашего собственного благополучия? Are you taking quiet time? Проводите ли вы время в тишине? Are you so connected to these devices, to the things which are calling you the whole time? Или вы, Go ahead. Или вы настолько связаны, зависимы от вот этих гаджетов, которые постоянно требуют вашего внимания? Or in the morning when you wake up, Или утром, когда просыпаетесь? do you first grab for your cell phone to see who's emailed? Что вы первым делом хватаетесь за телефон, чтобы посмотреть, кто вам прислал сообщение? Or do you do scripture before screen? Или вы сначала открываете Писание, а потом к экрану? Do you give yourself opportunity to take time out with God alone? Предоставляете ли вы себе возможность побыть с Богом наедине? Are you taking time to relate to your spouse and to your family? Находите ли вы время для того, чтобы пообщаться с семьей и с супругом или супругой? And in the last 3 minutes that I spend with you, I want to share with you some to-dos that I would love you to think about doing in the next few weeks. У меня всего 3 минуты осталось пообщаться с вами. Я хотел вам предложить некоторые практические советы, чем заниматься в остальное время этой эпидемии. You know all the good things about doing good exercise, eating healthy food, getting enough sleep. Those are critical and crucial. Конечно же, вы знаете прекрасно, что нужно поддерживать себя, хорошую физическую форму, делать упражнения, выполнять, питаться хорошо, отдыхать хорошо. Это все важно. But I'm going to urge you to, in the first thing in the morning when you get out of bed, to kneel down and pray, not just to lie in bed and pray, but to kneel down and pray and commit your day to God. Но мой совет такой к вам сегодня. С утра не просто проведите время с Богом, может быть, лежа так, с закрытыми глазами, поговорите с Ним, а станьте на колени, стоя на коленях, пообщайтесь с Ним. Eat at least one meal a day with your family without the interruptions of this. По крайней мере, один прием пищи посвятите общению с семьей, не позволяя гаджетам прерывать это общение. Make sure that you speak to somebody you love every day and make sure it's a meaningful conversation. Каждый день у вас должно быть время для общения с теми, кого вы любите, хотя бы с одним человеком. И пусть эта беседа будет иметь глубокий смысл для вас обоих. Don't only see the serious side of life, but enjoy a sense of humor. И при этом не обязательно только сосредоточиться на обсуждении каких-то серьезных сторон жизни. Пусть это общение будет наполнено юмором. The wise man Solomon said, a merry heart does good like a medicine. Мудрец Соломон сказал, веселое сердце благотворно, как лекарство. And then I would urge you to cultivate the attitude of gratitude. И последний совет. Я бы посоветовал вам взращивать в себе дух благодарности. So that when you awake in the morning, you have a new day of life, of health, of opportunity. Thank you, Lord. Use me. Так, чтобы, просыпаясь утром, вы видели, что это день, дарован вам Господом, день возможностей, день благоприятный. Господи, используй меня. In the work that we do, which is non-stop, which can take us from early morning to late at night. В нашей с вами работе, которая не прекращается, которая начинается рано утром и окончится может поздно ночью. We need to take care of our
personal health, our physical health, our mental health, our emotional health, our relational health. Нам нужно заботиться о своем личном здоровье, о здоровье физическом, эмоциональном, духовном. And so my prayer is for you, each one. Поэтому молюсь о каждом из вас. As you carefully negotiate each and every day, чтобы в каждом дне вашем, as you work through the challenges of each and every day, решая сложности каждого дня, that you remember that our God has promised that you will never be alone. я хотел бы, чтобы вы не забыли о том, что Бог пообещал, что вы никогда не останетесь одни. Never will he leave you and never will he forsake you. Никогда Он не оставит вас и не покинет. And then I want you to remember this as I leave you. И на прощание не забудьте, пожалуйста, еще одно. I was in that small town where I was in my first mission practice, and this was after I had specialized as a cardiologist. А вот этот первый городок мой был небольшой, тогда это были первые годы моей специализации в качестве кардиолога. And I was visiting with some old friends in that little town. И вот в том городке я встречался со своими хорошими друзьями. And I was about to leave their home, and they said, "You've got to please wait, just wait a little longer." And I wondered, why were they waiting, asking me to wait so much longer? Я собирался уже уехать оттуда, когда они попросили меня: подожди, давай побудь еще, немножко останься. Я не мог понять, почему. And the next thing, into the door came this patient with her daughter, who is now 23 years of age, 24 years of age at that time. И тут в дверь их дома заходит эта моя бывшая пациентка со своей дочерью, которой на тот момент исполнилось года 23. This was the lady I had given my blood to. Это та женщина, которой я отдал свою кровь. This was her daughter with her, who's now a lawyer. А с ней была дочка, которая уже была на тот момент юристом. And she said, "I will never forget the words you told me in your office." И она сказала: до сих пор помню слова, сказанные вами тогда в кабинете. So the influence you have on others. Итак, влияние, которое мы оказываем на других. Those closest to you and those you see on a day-to-day basis. На людей наиболее близких вам и на тех, с которыми вы не так близки, с которыми вы работаете каждый день. You may not get the privilege to hear from them immediately how much of an impression you made on their lives. Возможно, они не расскажут вам сразу же, на следующий день или на следующей неделе, о том влиянии, которое вы оказали на их жизнь. But never forget the importance of your work, of your influence, of your kindness, and of your expertise. Но я прошу вас, не преуменьшайте то влияние, которое вы сможете оказать благодаря своей доброте, вниманию и профессионализму. And every patient you interact with Каждый пациент, с которым вы общаетесь, is your opportunity это ваша возможность to be the hands and the heart of Jesus to a suffering. Быть руками и сердцем Иисуса в этом страдающем мире. May God richly bless you as you practice balance and care and self-care in your work day by day, week by week, month by month. Будьте сбалансированы в своей жизни, проявляйте заботу о себе, о близких вам людях, и пускай Господь обильно вас в этом благословит. You and your teams around the world will continue to be in our prayers and thoughts daily. Мы будем молиться и думать о вас и о работе ваших команд. God bless and keep you. Да благословит вас Господь и сохранит вас.